Дорогие друзья, я приветствую вас из Испании. Благодарю за интерес к моему каналу. Отдельное спасибо за лайки и комментарии. И, как всегда, особое спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! Сегодня я подготовила небольшую финскую нарезку новостей. В отличие от обычного, сегодня будут и позитивные новости. Кому интересно, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Правительство Финляндии утвердило программу содействия интеграции. Готовятся изменения в социальной защите и пособиях для мигрантов. Планируется заменить мигрантам базовое пособие по бедности Toimeentulotуки и базовое пособие по безработице Työmarkkinatuki на пособие по интеграции. Максимальный срок получения пособия по интеграции будет ограничен во времени. Кроме того, правительство намерено ввести так называемую языковую надбавку для мигрантов. Базовое пособие по безработице для мигрантов будет равно базовому пособию по бедности, но его можно будет несколько повысить, продемонстрировав достаточное знание финского или шведского языков. Законопроект будет готов к осени, чтобы закон вступил в силу в начале будущего года. Также правительство планирует выдавать пособие по уходу за ребенком только после нескольких лет проживания в стране. Законопроект разрабатывается. Чтобы мигранты не манкировали интеграцией, будут внесены изменения и в условия получения постоянного вида на жительство и гражданство. В регионе Кантахами вводят систему семейного врача. Пациенту назначат личного врача и медсестру. В этом году личного врача и медсестру получат сначала пациенты, нуждающиеся в постоянном или частом лечении. Позже, сроки не уточняются, модель семейного врача распространится на всех жителей Кантахами. Надеюсь, найдутся врачи для работы в муниципальных поликлиниках. Для тех, кто не может попасть к врачу с небольшой хворью, появилась отличная бесплатная услуга. В декабре начала работу онлайн-платформа DocPort. Она работает по принципу Uber или Wolt и предлагает клиентам бесплатные чаты с врачами для тех, кому достаточно удаленного приема. Клиенты сначала заполняют онлайн анкету для оценки симптомов, после чего получают консультацию. Врачебная консультация бесплатна для тех, у кого есть страховка Кела. Компания напрямую получает компенсацию от Кела. Сервис ориентирован на лечение легких заболеваний. Если проблема требует физического осмотра, то пациенту дают рекомендацию посетить кабинет врача. Основатели портала считают, что удаленная медицина станет вскоре нормой. Но чтобы компания приносила прибыль, она должна обслуживать более 500 клиентов в день. Пока дневной максимум составляет 53 человека. Мне кажется, это отличная возможность получить консультацию врача и больничный, не выходя из дома. Записаться на прием можно по ссылке. Врач из Турку Петри Сало, работавший раньше в муниципальной поликлинике, тоже открыл частный видеоприем для несложных случаев. Кто имеет карточку соцстраха Кела, может бесплатно получить консультацию и больничный лист, не выходя из дома. Пациенты тоже заполняют онлайн-форму, выбирают время, получают ссылку на видеочат и общаются с врачом. Врач получает компенсацию от Кела и с пациента не берет ничего. Пока что сервис находится в стадии испытания. Надеюсь, что с увеличением числа клиентов такая модель может стать прибыльной. И, может быть, это станет нормой в здравоохранении, доступной для всех. Записаться на прием к врачу можно по ссылке. Смерть младенца в небольшом поселке Карьялохи с населением 1400 человек потрясла не только его жителей. Многие в шоке от этой истории. В выходной день мать обнаружила своего младенца без признаков жизни. Родители немедленно позвонили в скорую и начали реанимацию, следуя инструкциям диспетчера.
Однако вызов не был классифицирован как срочный. В итоге скорая помощь приехала только через полчаса, когда было уже слишком поздно. На помощь поспешили огнеборцы из добровольной пожарной дружины, знакомые с приемами оказания срочной помощи. Они приехали с дефибриллятором и сделали все возможное, но жизнь ребенка спасти не удалось. Семья безутешна. Как можно оставлять родителей в такой ситуации наедине с ребенком? Центр экстренной помощи ссылается на свои внутренние инструкции, согласно которым, если неизвестно, когда остановилось сердце у человека, найденного без признаков жизни, то случай не относится к срочной категории А. Эти инструкции, кстати, засекречены. Вам это ничего не напоминает? У нас инструкции, а вам знать не обязательно. Эта история больше, чем трагедия одной семьи. Это вопрос жизни и безопасности каждого из нас. Не успели вывести из самолета финского пьяного подполковника, кто не видел, ссылка в описании, как в заголовке газет попал пьяный финский Джеймс Бонд. Прошлой весной спецагент финской центральной криминальной полиции КРП летел по служебным делам, но перед полетом он так нажрался, что его сняли с рейса. Самое интересное, что в тот момент он не был при исполнении, вроде как по дороге на работу или с работы, неважно. КРП отреагировала строго. Выдали предупреждение по закону. Все серьезно. Правда, подробности рассказать КРП отказалась, потому что в документе, видите ли, есть секретная оперативная информация. Оперативная информация? Что за операция, если тебя из самолета вытаскивали под руки? Точные основания для вынесения предупреждения остаются неизвестными. Но по закону сотрудники полиции Финляндии должны вести себя в соответствии со своим положением не только на работе, но и в свободное время. То есть, если ты напился, тебя снимают с рейса, а ты еще и полицейский, поздравляю, парень, ты попал! Всю неделю идет обсуждение возмутительного происшествия в Хельсинки. Жители города в бешенстве. Вишневые деревья городского парка Ройхувуори, известные своим невероятно красивым цветением, были варварски обрезаны. Восстановление цветения может занять 3-4 года, может быть даже больше для некоторых деревьев. Вишневый парк Ройхувуори – это городская достопримечательность и любимое место отдыха горожан. В парке растет 152 вишневых дерева различных сортов. Деревья были подарены живущими в Хельсинки японцами и японскими компаниями и были высажены в 2007-2009 годах. Здесь ежегодно во время цветения вишни проводится праздник ханами по японской традиции. Город выясняет обстоятельства случившегося. Жители негодуют и подозревают, что виной всему тенденция выбирать подрядчика не по профессионализму, а по дешевизне. Я уже рассказывала, как молодые финские миллионеры трудятся на благо общества. Кто не видел, ссылка в описании. И вот новое имя. Петер Сарлин, получивший летом прошлого года 235 миллионов евро в результате продажи американцам компании Silo AI, подарил Финляндии 13 профессорских должностей в области искусственного интеллекта. Пожертвование на сумму 10 миллионов евро поддержит создание Международного исследовательского института Эллис в Финляндии. Это позволит привлечь мировых экспертов и укрепить исследования в области искусственного интеллекта в стране. Сарлин подчеркнул, что его цель – создать условия для прорывных разработок в области искусственного интеллекта и повысить конкурентоспособность Финляндии на мировой арене. Ну, что тут можно добавить? Успехов и процветания, Петер! И опять прорыв кабеля в Балтийском море, на сей раз между Швецией и Латвией. Под подозрение попал грузовой корабль «Весхин».
под флагом Мальты, шедшей из российского порта Усть-Луга в Данию. Болгарская фрахтовая компания согласилась, что судно могло случайно порвать кабель. Из-за плохой погоды якобы не заметили, что якорь волочится по дну. Шведы задержали корабль, ведется расследование. Параллельно свое расследование ведет Латвия. Ну и завершим этот выпуск супер новостью из Испании. К нам приехал сам Ицхак Пинтасевич. Как? Не знаете такого? Ну, я тоже не знаю. Давайте знакомиться. Многогранный талант из Израиля, уроженец Харькова, очередной бизнес-коуч, трансформатор личности, выпускник университета ИПТА, член ассоциации ЙОПТА, академик Солнца, страж Меркурия и прочее. Теперь он приехал в Испанию и предлагает желающим создать счастливую и гармоничную жизнь за 3 дня и 1800 евро. Осталось всего 18 мест. Нужно торопиться. Хватай чемодан, вокзал поехал! А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!